Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я вам хочу предложить рецепт замечательного домашнего кваса, который я делаю сама на ржаной закваске. Итак, нам понадобится банка, у меня 2 литра. Сахар 120-150 грамм. Количество сахара регулируйте, исходя из вашего вкуса. Можно добавить еще меньше, 80-100 грамм. Здесь у меня ржаные сухарики, которые я измельчила. Сухарики у меня домашние, из хлеба, который я пеку. Видео, как я делаю ржаной хлеб на ржаной закваске, я добавлю в описании. Добавим немного воды. Вода кипяченая и остуженная. Хорошо размешаем до полного растворения сахара. Домашний квас получается очень вкусный. Немного изюма, штук 5. Еще раз все хорошо размешать. Залить оставшейся водой, не доходя до краев, 3-4 сантиметра, оставив для брожения место. И сверху опять ржаных сухариков. Примерно 2 столовые ложки здесь. И теперь самое главное – это ржаная закваска. Ссылку на закваску я также оставлю в описании. 2 столовые ложки. И все хорошо размешать. Накрываем сверху марлей или тряпочкой, не закрывая крышку до конца, чтобы оставался доступ воздуха. Все хорошо тщательно размешать. Я оставляю квас бродить на сутки. Вам, может быть, понадобится чуть меньше или чуть больше времени. Зависит от температуры помещения. Так как у меня на кухне довольно прохладно, мне нужно больше времени. Иногда уходит и 30 часов. Но больше 36 часов я не рекомендую держать квас на брожении. Он может скиснуть. Готовность кваса можно определить по изюму, который всплывает на поверхность. Квас надо процедить. И вот такой замечательный домашний квас у нас получается. Для затемнения вы можете добавить солод на стадии брожения или затемнить с помощью пережженного сахара. Я этого не делаю. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита и до новых встреч!